Иранские дроны «Шахед» уничтожили терминал аэропорта в Кувейте. Есть погибшие и пострадавшие. Большое эксклюзивное интервью Дональд Трамп дал своему любимому изданию «Нью-Йорк Пост». Говорили об Иране, Нетаньяху и выборах. Одна из самых массированных атак на Санкт-Петербург. И это в ночь перед Международным экономическим форумом. Кремль уже обещает Киеву ответить новыми ударами. Тем временем в столицу прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тропический шторм обрушился на Японию. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Несмотря на заявление Ирана о масштабном ударе по американским объектам в Персидском заливе, США утверждают, что все атаки были отражены. Командование Центральных сил США заявило, что иранские ракеты и беспилотники не смогли поразить ни одной американской цели. По данным Центком, 3 баллистические ракеты, выпущенные по Бахрейну, были перехвачены американскими и бахрейнскими средствами ПВО. Еще 2 ракеты, запущенные в сторону Кувейта, либо разрушились в полете, либо упали, не достигнув целей. Кроме того, американские военные сообщили о перехвате нескольких ударных беспилотников, которые, по их данным, были направлены как против американских объектов, так и против гражданского судоходства в регионе. Ранее иранские государственные СМИ и корпус стражей Исламской революции заявили, что нанесли удары по штабу 5-го флота США в Бахрейне, а также по американским военным объектам в Кувейте. Однако Вашингтон официально опроверг эту информацию. В специальном сообщении Центком назвал заявления Тегерана ложными и подчеркнул, что все атаки на американские силы провалились. Одновременно США нанесли ответные удары по иранскому острову Кешем в Ормузском проливе. Американское командование заявило, что целью стала наземная военная станция управления, связанная с недавними атаками Ирана. Также резко обострилось противостояние вокруг Ормузского пролива, одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Американские военные опубликовали видео удара ракетой Hellfire по нефтяному танкеру «Лекси» под флагом Ботсваны. По данным Вашингтона, судно направлялось в Иран и проигнорировало многочисленные требования американских военных изменить курс. В результате удар был нанесен по машинному отделению, после чего танкер потерял ход. США заявляют, что это уже 6-е судно, выведенное из строя в рамках морской блокады Ирана, которая продолжается с апреля. По утверждению американской стороны, за это время были остановлены или перенаправлены более сотни судов, следовавших в иранские порты. На фоне новой эскалации Иран заявляет о переходе к более жесткой стратегии. По сообщениям иранских СМИ, Тегеран больше не намерен придерживаться принципа зеркального ответа и обещает наносить удары значительно сильнее каждого последующего удара США. На фоне обострения ситуации в Ормузском проливе Евросоюз уже готовится к возможным последствиям конфликта. По данным Reuters, внешнеполитическая служба ЕС предложила поручить европейской военно-морской миссии Аспидес ведущую роль в разминировании пролива после прекращения боевых действий. План предусматривает участие ЕС в международной коалиции под руководством Франции и Великобритании для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Иранская атака на Кувейт привела к серьезным разрушениям в международном аэропорту страны. По данным кувейтских властей, под удар попал терминал Т-1, который получил значительные повреждения. В результате атаки погиб как минимум 1 человек, еще несколько получили ранения. В первые часы после удара работа аэропорта была нарушена. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани региона, а пассажиров эвакуировали из поврежденных зон. По информации военных, Иран запустил по территории Кувейта ракеты и беспилотники. Основными целями, предположительно, были американские военные объекты. Авиабаза Али-Аль-Салем и база Арифджан. Часть целей была перехвачена средствами ПВО, однако избежать последствий полностью не удалось. В социальных сетях также распространяются кадры с неудачным запуском ракеты-перехватчика над Кувейтом. Некоторые наблюдатели предполагают, что часть повреждений могла быть вызвана обломками собственных средств противовоздушной обороны. Однако официального подтверждения этой версии пока нет. Кувейтские власти уже осудили атаку и заявили, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. На месте продолжают работать экстренные службы и специалисты, которые оценивают масштаб разрушений и устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил атомную электростанцию Барага в ОАЭ, которая в прошлом месяце подверглась атаке беспилотников. По словам Гросси, эмиратские власти оперативно отреагировали на инцидент и остановили один из реакторов после потери внешнего электроснабжения. МАГАТЭ оказывает стране техническую и экспертную поддержку в восстановительных работах. На границе Израиля и Ливана во вторник вновь были замечены колонны миротворцев ООН и автомобили Красного Креста. На фоне продолжающегося конфликта международные силы патрулируют приграничные районы, тогда как израильские военные сохраняют присутствие вдоль линии соприкосновения. Несмотря на дипломатические усилия, обстановка остается крайне напряженной. Накануне президент США Дональд Трамп
призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от удара по Бейруту, чтобы не допустить дальнейшей эскалации трехмесячной войны. После этого власти Ливана заявили, что Израиль воздержится от атак на южные пригороды столицы, которые считаются оплотом Хезболлы, а само движение прекратит обстрелы израильской территории. Однако надежды на быстрое снижение напряженности пока не оправдались. Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, заявляя о намерении и дальше вести кампанию против Хезболлы. Тем временем жители Бейрута сообщают о постоянном гуле беспилотников в небе над городом, что поддерживает атмосферу тревоги и неопределенности. На этом фоне ливанская делегация начала в Вашингтоне новые переговоры с израильскими представителями. Бейрут рассчитывает расширить действие режима прекращения огня, однако перспективы достижения соглашения пока остаются неясными. Дональд Трамп дал большое интервью своей любимой газете «Нью-Йорк Пост», журналистке Миранде Дивайн, в котором рассказал о ситуации вокруг Ирана, отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоянии американской экономики и подготовке к промежуточным выборам. Как вы справляетесь? Потому что с нашей последней беседы на вас обрушилось огромное давление. На вас лежат практически все мировые проблемы, и вы очень активно занимались Венесуэлой, Мадуро, Ираном. Пытаетесь урегулировать ситуацию в Украине, экономикой, энергетикой. Как вам удается все это выдерживать? Ну, кое-что идет очень хорошо. Знаете, Венесуэла — это большой успех. Иран — тоже большой успех. Это будет большой успех. По сути, мы уже нанесли поражение их военным. Посмотрим, что будет дальше. Мы работаем над соглашением. И если оно будет достигнуто, отлично. Если нет, тоже ничего страшного. Мы решим вопрос другим способом. Но экономика показывает невероятные результаты. Сегодня фондовый рынок снова достиг нового исторического максимума. За тот короткий период, что я нахожусь на втором сроке, рынок обновлял рекорд уже 71 раз. И нравится нам это или нет, но это важный показатель. Пенсионные накопления людей по программам 401(к) находятся на высоком уровне. Они тоже бьют рекорды. А что насчет людей, у которых нет таких пенсионных накоплений и которые беспокоятся о ценах на бензин и продукты? Я унаследовал очень высокие цены, когда пришел к власти. Я унаследовал самую высокую инфляцию в истории нашей страны. У Байдена инфляция доходила примерно до 90%. Именно это я получил в наследство. А теперь мы значительно ее снизили. Но затем я сказал, что нам нужно что-то делать с Ираном, потому что независимо от того, насколько хорошо идут дела, мы не можем позволить им получить ядерное оружие. И они уже согласились, что не будут обладать ядерным оружием. Они действительно согласились. О, да, согласились. Конечно, они могут изменить свое решение, но это было одним из условий, на которые они должны были согласиться. Это был главный вопрос. Откуда вы знаете, что люди, с которыми вы сейчас ведете переговоры, действительно принимают решения? Ну, были разные уровни руководства. Первая группа уже исчезла, вторая тоже, часть третьей тоже. И мы понимаем, что разговариваем именно с теми, кто сейчас управляет страной. Это верховный лидер Айтолла? Да, он участвует, безусловно. Правда? Да. Думаю, его там очень уважают. То есть он дееспособен? Он не болен, не находится в больнице и не в коме, как об этом говорят? Ну, я не знаю. У меня не было чести встретиться с ним. Но, насколько я слышал, дела у него идут не очень хорошо. Если верить этим сообщениям, у него серьезные проблемы со здоровьем. Тогда кто принимает решение? Говорят, что именно он дает окончательное одобрение. Так было очень долгое время. Сначала его отец, потом он сам. Видимо, это своего рода преемственность. Но, похоже, мы довольно неплохо ладим. Вы бы хотели встретиться с ним или с кем-то из иранского руководства лично? Честно говоря, никогда об этом не думал. Очень хороший вопрос. Подумаю над этим. Да, я бы хотел встретиться с ним. Я бы хотел встретиться со всеми. Хотел бы встретиться и с ним. Вероятно, в какой-то момент мы встретимся. В зависимости от того, как будут развиваться события. Как, по вашему мнению, будут выглядеть экономика и ситуация вокруг Ирана к Дню труда, то есть к началу сентября? В каком состоянии будет находиться страна? Думаю, мы будем в очень хорошем положении. Мы и сейчас находимся в хорошем положении. У нас действует блокада, и это впечатляет. Наш флот великолепен. У нас сильнейшая армия в мире. Я создал эту армию еще во время своего первого президентского срока, а теперь использую ее во втором. Я не думал, что мне придется использовать ее настолько активно, но у нас был большой успех в Венесуэле. Все закончилось за один день. У нас отличные отношения с народом Венесуэлы. Сейчас туда вместе с нами заходят нефтяные компании. Это огромный успех, как с экономической точки зрения, так и в нефтяной сфере. По сути, это была война, которая длилась меньше одного дня и завершилась большим успехом. И в Иране мы также добиваемся очень серьезных военных успехов. СМИ почти единогласно утверждают, что Иран загнал вас в угол.
что Ормузский пролив — это их главный козырь. Что вы на это скажете? Они знают, что это фейковые новости. Просто фейковые новости. И большинство профессионалов это понимают. Те, кто не предвзят и не болен на голову, понимают это. Это так называемый синдром помешательства на Трампе. Скажем так, у Ирана нет флота, у них нет военно-воздушных сил, у них очень мало солдат, у них фактически нет руководства. Первоначальное руководство уничтожено. Как я уже говорил, второе руководство тоже уничтожено. Часть третьего руководства также уничтожена. Их экономика рушится. У них инфляция на уровне 250%. У них есть все плохое, что только можно представить. А потом вы читаете The New York Times и думаете, что у них все замечательно. Это просто удивительно. С другой стороны, у нашей страны сейчас лучший фондовый рынок за всю историю. За исключением кратковременного роста цен на нефть из-за войны, у нас очень низкая инфляция. Страна чувствует себя великолепно. Мы лидируем в мире. За последние 11 месяцев в нашу страну было инвестировано 18 триллионов долларов. Предыдущая администрация, сонный Джо, привлекла менее 1 триллиона долларов, а у нас 18 триллионов. Это рекорд для любой страны в мире. Предыдущий мировой рекорд составлял 3 триллиона долларов, а у нас 18 триллионов инвестиций. И когда люди почувствуют эффект от этого? Они уже чувствуют его по ценам на бензин. Это видно и по строительным рабочим местам, потому что по всей стране строятся заводы, строятся автомобильные предприятия. Сейчас у нас строится больше автозаводов, чем когда-либо в период расцвета американской автомобильной промышленности. Если исключить цены на бензин и энергоносители, инфляция очень низкая. У нас все идет очень хорошо. Но энергия и бензин — это очень важный фактор. Люди это ощущают на себе. Это крайне важная статья расходов. И цены начнут быстро снижаться, как только нынешний конфликт завершится, когда бы это ни произошло. Но главное, что мы получим в итоге, это ситуацию, при которой Иран не будет обладать ядерным оружием. И это действительно важнее всего остального. Конечно, мы хотим низких цен на бензин. Знаете, я добился того, что бензин стоил $1.85 за галлон. Только вдумайтесь, $1,85 за галлон в Айове. Я был в Айове незадолго до начала войны, и в некоторых частях страны цена действительно составляла $1,85 за галлон. И эти цены снова вернутся, вероятно, в не столь отдаленном будущем. Думаю, как только все это закончится, они начнут снижаться. Кстати, они уже заметно упали. Я видел это на днях. Нефть стоит $98 за баррель. Все говорили, что цена поднимется от 300 до $400 за баррель, а сейчас она составляет $98. Но это не такая уж высокая цена, если сравнить ее с возможностью того, что Иран получил бы ядерное оружие. На этом фоне это не слишком большая плата. Ваши методы, когда вы что-то говорите, потом меняете позицию, заключаете мирное соглашение, затем нарушается перемирие и так далее. Все это делается для того, чтобы держать Иран в состоянии неопределенности? Это своего рода сигнал для них? Нет. Потому что люди внутри страны иногда выглядят обеспокоенными и запутавшимися. Это хорошо. Хорошо, что они запутались. Иранцы тоже запутались. Но нет. Просто я такой человек. Все меняется. Я могу сейчас ответить на ваш вопрос, а через 20 минут зайти в овальный кабинет, спросить, как идут дела, и понять, что мой предыдущий ответ уже неверен. Тогда мне пришлось бы вернуться и сказать: «Миранда, окажите мне услугу, давайте изменим предыдущий ответ, потому что он уже не соответствует действительности». Это часть вашей стратегии? Нет, просто ситуация меняется. Факты меняются. Некоторые события развиваются очень быстро. Ситуация вокруг Ирана развивается стремительно. Мы имеем дело с Ираном уже 47 лет. Они убили многих наших граждан и многих людей по всему миру. Это государство — спонсор терроризма номер 1 в мире. И сейчас ситуация быстро развивается, причем в правильном направлении. Все будет очень хорошо. У них не будет ядерного оружия. Произойдет еще много хороших вещей. И в итоге мы сможем сказать, что совершили небольшую экскурсию в прекрасную страну Иран, или, как они сами ее называют, Исламскую Республику Иран. И мы пошли на эту небольшую операцию, прекрасно понимая, что буквально перед этим фондовый рынок достиг исторического максимума, а инфляция оставалась очень низкой. Я сказал: «Дамы и господа, теперь нам придется провести эту операцию, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие». Именно это мы и сделали. Вам не хотелось отложить это хотя бы до промежуточных выборов? Мог бы. Но нет, это слишком важно. Если бы я стал ждать, у них появилось бы ядерное оружие. Через 2 недели после удара бомбардировщиков Б-2 они уже обладали бы ядерным оружием, поэтому ждать было нельзя. Конечно, было бы приятно сказать:
Давайте отложим все до ноября. Но нет, это слишком важный вопрос. Как вы думаете, не навредила ли это позициям республиканцев перед промежуточными выборами? Не знаю. Но все кандидаты, которых я поддерживаю, побеждают. Вы ведь видели результаты прошлой недели? Каждый человек, которого я поддержал, выиграл выборы. Так что не знаю. Но, повторюсь, это очень важный исторический момент. Мы не можем допустить, чтобы такое произошло. Эта проблема существует уже 47 лет. Ее нужно было решить еще много лет назад. Это должны были сделать предыдущие президенты. Этим должны были заняться и другие страны. Издание Axios сообщило, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вы были очень раздражены и сказали ему: «Ты что, с ума сошел? Что ты вообще делаешь? Я помог тебе не оказаться в тюрьме». Это правда? Вы действительно говорили с ним в таком тоне? Да, разговор был. Но я бы не сказал, что был зол. Скорее, меня немного раздражали его постоянные боевые действия против Ливана. В какой-то момент я сказал, что, возможно, это нужно прекратить. Нужно остановиться. Но при этом у нас очень хорошие отношения. Мы многое сделали вместе и добились хороших результатов. Он всегда говорит, что без нас этого невозможно было бы добиться. И все понимают, что без Соединенных Штатов это действительно было бы невозможно. Мы очень хорошо работали вместе. Мне очень нравится Биби, и у нас сложились хорошие рабочие отношения. Он премьер-министр военного времени, а я президент военного времени. Это чрезвычайно важный регион мира. И я считаю, что мы действовали очень успешно. Мы очень хорошо ладили и продолжаем хорошо взаимодействовать. Что вы отвечаете людям, которые утверждают, что Биньямин Нетаньяху втянул вас в конфликт с Ираном? Это просто наши противники. Это демократы. Люди, которые, по моему мнению, не понимают, что делают. Они хотят, чтобы мужчины участвовали в женских спортивных соревнованиях. Они хотят открытых границ, чтобы весь мир мог беспрепятственно попадать в нашу страну. Они выступают за операции по смене пола и, как я считаю, за подобные процедуры в отношении детей. Нет, это просто слова. Только этим они и занимаются. Впервые услышал такое обвинение на днях, что якобы Нетаньяху меня обманул. Но именно я начал действовать, потому что не хотел допустить появления у Ирана ядерного оружия. Это напрямую касается Израиля, потому что именно он, вероятно, оказался бы первой целью удара. Скажу больше, если бы не я, Израиля сейчас могло бы уже не существовать. Все началось с того, что я отменил ядерную сделку с Ираном, заключенную Бараком Хусейном Обамой. Эта сделка, по моему мнению, была дорогой к созданию Ираном ядерного оружия. Мне повезло, что я ее отменил. А затем я остановил это во второй раз, когда бомбардировщики Б-2 нанесли удары по их объектам. Если бы я не санкционировал эту атаку, а очень немногие решились бы на такое решение, Иран получил бы ядерное оружие и, как я считаю, использовал бы его практически сразу. В Санкт-Петербурге утром 3 июня произошла одна из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По данным российских властей, удары пришлись по объектам инфраструктуры сразу в нескольких районах города. Атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума. Мероприятие, которое часто называют российским Давосом. Из-за угрозы ударов временно ограничивалась работа аэропорта Пулково. Десятки рейсов были задержаны или отменены. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о повреждении инфраструктурных объектов и пострадавших. Власти Ленинградской области сообщили, что за ночь силы ПВО сбили несколько десятков беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение операции. По его словам, украинские дроны поразили Петербургский нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 километрах от украинской границы. Так же, как утверждает Киев, удары были нанесены по военным объектам на базе в Кронштадте и предприятию в Тамбовской области, связанному с производством вооружений. Наши дальнобойные санкции, реализованные воинами Службы безопасности Украины, сил беспилотных систем, сил специальных операций, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины, дали хорошие результаты. Минувшей ночью были поражены важные объекты на территории России. Среди них Петербургский нефтяной терминал. Расстояние от государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая обслуживает войну, составляет около 1100 километров. Также были поражены исключительно военные цели на базе в Кронштадте. Еще одной целью стало предприятие в Тамбовской области, задействованное в производстве российского вооружения. Расстояние от линии фронта до него составляет почти 600 километров. Благодарю наших воинов за точность. Украинский план дальнобойных санкций реализуется именно так, как необходимо для приближения мира. Слава Украине! В Кремле уже отреагировали на атаку беспилотников по Санкт-Петербургу.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ответные действия Москвы будут носить систематический характер. Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Петербургский международный экономический форум все-таки стартовал, несмотря на ночную атаку беспилотников, ограничения мобильного интернета и перебои со связью в городе. Форум проходит с 3 по 6 июня. Организаторы ожидают более 20 тысяч участников из свыше 100 стран. А в программе заявлены более 150 деловых сессий, посвященных экономике, технологиям, инвестициям и международному сотрудничеству. Одним из главных событий форума должна стать пленарная сессия 5 июня, на которой ожидается выступление Владимира Путина. Также в Петербург прибыли зарубежные делегации и ряд иностранных гостей. Впрочем, в первый день внимание привлекла не только деловая программа. Гостям предложили весьма необычное меню. Коктейль «Эпштейн-Айленд», десерт «Орешник», печенье с предсказаниями Жириновского, а также напитки с названиями «Закат Европы» и «Капучино». Судя по обсуждениям в кулуарах, некоторые позиции меню уже стали отдельным событием форума. Не остались без внимания и выставочные экспонаты. По площадке гуляют робот-балерина и робот в деловом костюме, а на технологической выставке демонстрируют роботов-футболистов. Так что первый день ПМФ получился насыщенным не только экономическими дискуссиями, но и весьма необычными экспозициями. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он посетил стену памяти погибших защитников Украины у Михайловского Златоверхого монастыря. Лидеры возложили цветы и почтили память украинских военных, погибших в ходе российско-украинской войны. В церемонии также принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в споры с Россией по вопросу участия в Евразийском экономическом союзе. Однако рассчитывает, что объединение будет создавать для страны новые возможности для развития экономики и экспорта. Я знаю, дорогие соотечественники, что существует много беспокойства в связи с нашими процессами в рамках ЕАЭС. Прежде всего хочу сказать, что правительство уже приняло решение. Во всех случаях, когда возникают препятствия для экспорта по несправедливым причинам, особенно когда речь идет о различных ограничениях, связанных с тем, что продукция якобы не соответствует стандартам качества, мы будем реагировать. Я говорил об этом еще в 2018 году и повторяю сейчас. Мы не можем экспортировать некачественную продукцию ценой нашего суверенитета и государственных интересов. Это отдельная тема. Мы будем поддерживать предпринимателей, чтобы они могли привести свою продукцию в соответствие с новыми стандартами качества. В тех случаях, когда имеет место несправедливость, мы разработаем программы поддержки, чтобы компенсировать ситуацию, когда продукция должна была быть экспортирована, но не была. Для таких товаров будут запущены программы субсидирования, чтобы в нашей экономике не было пострадавших. Более того, как говорится, нет худа без добра. Сейчас много говорят о новых экспортных рынках. На Японию обрушился тропический шторм Чанми. Сильные ливни и порывистый ветер затронули район Токио, где из берегов начали выходить отдельные участки рек, а власти закрыли набережные и предупредили жителей об угрозе подтоплений и оползней. Непогода серьезно нарушила работу транспорта. В аэропортах Ханеда и Нарита были отменены и задержаны сотни внутренних и международных рейсов. Пассажиры сообщают о многочасовых ожиданиях и изменении маршрутов. По данным японских властей, без электроснабжения временно остались десятки тысяч домохозяйств. Ранее шторм прошел через Окинаву, где пострадали не менее 16 человек.